Если вы еще не видели других моих видео, то это отличное начало, потому что такое видео у меня впервые. Сейчас у меня есть желание и цель, и даже план небольшой, вот так раз в месяц снимать видео на разные психологические темы. Почему я сейчас сижу и снимаю это видео? Вот, я куда-нибудь вставлю. Сама врач и психотерапевт, и особенно тема расстройств пищевого поведения мне близка во всех смыслах. Я начну просто с самого простого, это с рассказа моей какой-то истории. И самое такое, я сегодня надела шорты летние свои, джинсовые, и поняла, что мне очень некомфортно, очень неудобно и очень не нравится, как они вообще выглядят и сидят на мне. И я думаю, какой кошмар. Я решила, что отлично, запишу видео сегодня, почему нет, вот. Раньше любая вообще подобная вещь, связанная с внешним видом, там, с одеждой и прочим, она бы натолкнула на какое-то решение, а решение, скорее всего, звучало бы как «надо похудеть, там, перестать есть» или что-то подобное, да. Моя история РПП, собственно, это, далеко не самый какой-то приятный и радостный этап жизни вообще, потому что заняло это много времени. Но и, знаете, ценное в этом тоже есть. Вот, например, то, что сейчас я защищена от каких-то подобных кардинальных решений, как-то менять себя, как-то себя ограничивать в чем-то, вредить себе, скажем так. До заболевания мы всегда можем, практически всегда как-то что-то заметить заранее. Чтобы дойти до самого вот прям заболевания и диагноза, нужно прожить какое-то время, скажем так, в определенных мыслях, которые формируют это заболевание. Речь идет про то, что происходит в голове у человека. Почва для того, чтобы оно развилось, тоже, предыстория какая-то есть. В моем случае это было, что у меня не было прям ожирения или какого-то лишнего веса, как такового, да, просто, вот знаете, тип телосложения, конституция тела, она не астеничная, то есть пропорции у меня свои есть определенные, и это как бы моя норма. Это было, можно сказать, таким предрасполагающим фактором к тому, чтобы что-то не так начать думать об этом. Второй фактор, почему у меня, как-то все пошло не по той дорожке, я чувствительный человек, вот. Это не плохо, не хорошо, то есть просто это такая черта у меня есть, я чувствительный человек. Когда ты чуть более чем поверхностно о чем-то думаешь и принимаешь все как бы ближе, чем, возможно, оно того стоит вообще. И третий момент, наверное, в этом всем, это просто люди, которые есть вокруг меня. Тут сам факт того, что я вижу, что я отличаюсь от других людей. То есть ты все равно сравниваешь себя, особенно когда растешь, чтобы вообще так узнаешь мир. Начинает закладываться такая вещь, как вот какое-то понимание внешности и важности того, как ты выглядишь. И туда же приплетается вес, конечно же. Ребенок, пока ему не скажут, не покажут, он не увидит, он не будет думать про свой вес, наверное, никак, скорее всего. Что-то в жизни происходит, и у всех есть какой-то свой способ, да, совладать с этими не очень приятными эмоциями. Справлялась с ними с помощью еды. То есть, конечно, речь идет про еду, про переедание, скорее всего, про еду какую-то там вред, потому что именно такая еда как-то нас успокаивает, кого-то, не всех, таких, как у меня. В 10 классе я весила с ростом 160 сантиметров, я весила 93 килограмма, и, конечно, это, вообще не про здоровую историю, у всех, да. Разный вес бывает, это нормально, но 93 с моим ростом и с моим телосложением изначальным, это уже ожирение. Конечно, и в тот же период, когда вот эти были чрезмерные переедания, заедания эмоций, тогда же и начались первые все эти попытки похудений разных диет. Были из разряда там за 2 месяца на 20 килограмм, то есть я так сбрасывала. Понятно, я резко себя ограничивала, но из-за того, что у меня было много лишнего веса, мне было терпимо. Проблемы начались уже серьезные, когда в целом я стала постарше, и у меня уже сформировались, да, мои какие-то черты личностные. И одна из них — это вот такой вот целеустремленность или сила воли. Вот. В моем случае это сыграло не очень хорошую роль, потому что моя сила воли привела к булимии, у меня была анорексия. Я до нее дошла, но тоже до нее дойти нужно приложить усилия, чтобы дойти. Когда я решила, что начну не худеть, не диета там, не цель сбросить вес, я решила для себя, что я буду питаться более-менее здоровой едой. Все. В целом все было нормально, я не взвешивалась, я не считала калорий, я не считала белки, жиры, углеводы, у меня не было времени там до 7 покушать, до утра не покушать, то есть никаких правил особо не было. Я скачала приложение, которое для интервального голодания, отмечаешь время, когда ты поужинал и время, когда ты позавтракал, чтобы у тебя был такой чистый период голода, и ты придерживаешься какого-то режима, там 10 часов без еды или 12, потом у меня вообще какой-то азарт появился, я уже начала стремиться как можно более позже завтракать и как можно более рано ужинать последний раз, чтобы период голода был больше.
Даже если мы говорим про это полезное интервальное голодание, оно все равно рассчитано на какой-то период времени, типа не на постоянной основе. И то оно не всем показано, ну, то есть там тоже очень много нюансов. Ну, а я со своей прекрасной силой воли думаю, ну, мы теперь будем так жить. Один из просто важных и утяжеляющих это состояние симптомов является то, что ему сложно, не то что сложно, он не признает проблему, что проблема вообще в еде, в том, что он не ест, что он недостаточно ест. То есть это основной симптом, и это основная проблема. И это такой, как замкнутый круг получается. Момент, на что можно обратить внимание, тоже это заранее довольно. Если мы говорим про девочку, то у нее пропадает цикл просто. Вот. И это как бы объясняется очень просто, что когда организм понимает, что какие-то тяжелые времена настали, у нас недостаточно калорий, и мы не едим, то надо что-то энергозатратное отключить в состоянии, когда нет еды, о какой репродуктивной функции вообще разговор может идти. Спойлер наперед скажу, да, его не было 1,5 года. Вот, 1,5 года я потом об этом жалела, я пыталась это все вернуть, и 1,5 года его просто не было. Да, всего лишь. Ну, это как бы тоже, знаете, не послужило мне причиной подумать, что, наверное, что-то не то, что, наверное, я ем недостаточно. Нет, вообще нет. Когда ты в этом расстройстве находишься, ты на самом деле думаешь иначе. Я хоть и врач, и тогда я изучала психиатрию, я хотела быть психотерапевтом. Я могла спокойно рассказать, как оно происходит, как устроено, но сама находилась в этой проблеме. Вот и вся, сложность основная. Происходили, в общем, разные еще ситуации, которые могли быть хорошими звоночками, но все они благополучно игнорировались. Какая-то странная история случилась, я до сих пор с точки зрения физиологии не совсем могу объяснить, что именно было, но это было как такое головокружение беспричинное, я просто дома на диване лежала. А знаете, это как будто с тобой произошло что-то такое травмирующее, что поделило твою жизнь на до и после как будто, и тебя сделало вообще другим человеком. То есть ты теперь знаешь, что с тобой могло произойти вот такое. А самое неприятное, что после этого появился такой симптом, и вот он долго меня преследовал, называется дереализация. Не все знают, я вот тут подпишу, что такое дереализация. Подпишу. И это неприятное чувство, особенно когда ты напуганный тем, что с тобой произошло. А тут еще эта дереализация, которая теперь появляется каждый день. Смогла признать, что проблема в еде и в том, что я не ем, что я продолжаю это делать, и это подпитывает те проблемы, что у меня есть. То есть, получается, так и проходило вот пару месяцев. Вот я все еще пытаюсь переварить, что со мной вот это произошло, что у меня жизнь поделилась на какой-то до и после. Меня преследуют вот эти дереализации, когда я где-то вне дома. Я не могу нормально радоваться тем вещам, которым я обычно радовалась. У меня во главе угла стоит там сколько, когда, чего я поела. Можно много перечислять, почему я была каким-то другим человеком в этот период жизни, и почему сейчас мне так сильно не хочется туда и близко возвращаться. Да, вот это вот пресловутое быть собой все-таки как будто бы важнее, чем преследовать какие-то идеалистические цели, и тебе, может, даже бы не хотелось, если бы ты знал, как по-другому можно с этим разобраться. Такое, знаете, искаженное представление, что ты красивый, равно ты худой, равно тебя любят, равно ты успешный, то есть что это все одни и те же вещи, что твоя красота, твоя важность как человека, твоя ценность как человека каким-то образом напрямую связана с цифрой, которую показывает весы. Если говорить, конечно, вот таким тоном и с таким лицом, как это сейчас делаю я, то, конечно, ты понимаешь, что это абсурдная немножко мысль, и что это далеко не правда, да, то есть то, насколько я важный и ценный человек, определяют все-таки другие вещи, нежели сколько я вешу. И, возможно, стоит сделать просто, не знаю, второе видео в следующем месяце уже, которое, например, только бы была по тому, какие вещи действительно важные, такие опорные и защищающие меня я вынесла и взяла с собой дальше, и несу, и еще всем на ходу раздаю. Дайте знать, я с радостью запишу что-нибудь, расскажу, если это тем более будет полезно кому-то, кто посмотрел мое видео. Я подытожу просто как-нибудь уже, да, у меня камера уже говорит: эй, ты что-то опять долго говоришь. Что первое, это то, что есть такие ранние довольно звоночки, что расстройство пищевого поведения, которое доходит до заболевания именно, это не в один день происходит. Из самого раннего, и чаще у девочек все-таки это какие-то диеты, такой чрезмерный интерес к своему весу, контролю своего веса, да, вот оно будет проявляться довольно-таки рано,
И это не обязательно анорексия, это может быть и булимия потом, ну, то есть другой какой-то вид. Ну, просто что уже говорит о том, что, скорее всего, тут какие-то не совсем здоровые отношения с едой и весом со своим. Не хочу советы раздавать все-таки, но что бы я, давайте я так скажу, что бы я, наверное, сделала. Просто самое простое, единственное, что бы я сделала, это спросила, как ты себя чувствуешь. Может быть, не один раз даже спросила, а несколько раз, каждый день спрашивала, потому что интересоваться, как чувствует себя другой человек, что с ним происходит, это действительно может помочь, что чувствительные люди, да, вот у которых такой тип личности, как у меня, чувствительность. Просто, мне кажется, это важно понимать о себе, что вот у меня есть такая особенность просто. Я как чувствительный человек, мне это дает вот столько плюсов, и тут есть вот столько еще минусов. Вот такие они, поэтому я буду, может, чуть бережнее к себе где-то относиться. Про само расстройство пищевого поведения, что это не всегда так объективно видно со всех сторон, что вот человек идет в расстройство пищевого поведения. Нет, не всегда, знаете, принимается решение, теперь я ем только 500 калорий в день до конца жизни. Это может быть абсолютно незаметно и даже быть под предлогом здорового образа жизни какого-то, что я теперь решил питаться только здоровой едой. Может быть, с большего начнется, потом постепенно обрастать правилами. Такой узкий подвид анорексии конкретно, орторексия. Тоже популярная история, особенно в период, вот, да, когда вокруг там нутрициология, фитнесы и вот куча там таких здоровых тенденций. Расстройство пищевого поведения может быть и у тех, кто знает про них. То есть можно быть врачом, можно быть психологом, психотерапевтом, возможно, кем-то еще, но все равно есть такой риск тоже. Даже если ты знаешь, как твой организм устроен, и что если не есть, это нехорошо. Если у вас у самих, надеюсь, да, таких проблем нету, то понимание, как оно выглядит, это в целом важно, потому что есть люди вокруг вас, и там можно что-то заметить, да, и даже, возможно, где-то помочь. Ключевое в этом всем, да, как я сказала, из симптомов, можно сказать, во главе угла стоит или тема самой еды, да, что я ем, там, помешанность только на здоровом, и вокруг этого строится все остальное, или помешанность на внешнем виде, или на весе, который ты каждый день смотришь, или там, в общем, тема вот эта одна будет: еда, вес, внешний вид, вот это все. Это будет просто стоять во главе угла, а все остальное уже будет идти на следующих пунктах после. Тоже будет проявлением, потому что мы говорим о расстройстве не просто, когда там кто-то переживает, как он выглядит и хочет чуть-чуть схуднуть, да. Не любая диета является расстройством, конечно же. У меня был до этого большой опыт разных диет, просто похудений. И там у меня всегда стояла целью сбросить столько-то веса или дойти до такого-то веса. Вот там было 100 раз похудеть пыталась, и 1 раз расстройство. Расстройство было... Я не стремилась к весу. Я не взвешивалась каждый день, у меня не было какого-то идеального веса, с которым я хочу весить, да? Мне важно было придерживаться своих каких-то идей о питании. И если во время тех похудений оно звучало: я бы так хотела съесть этот торт, но я худею сейчас, я не буду его есть. То есть ты как-то сдерживаешь себя, но желание у тебя есть, но ты просто сдерживаешь себя. То когда уже было расстройство, и речь про расстройство, уже такое активное, да, то тут звучит: я просто не хочу есть этот торт. Все. Голос РПП говорят. Вот это говорит уже голос РПП, когда, знаете, такой твердый, безэмоциональный голос, который уже даже не совсем ты, просто потому что однажды было принято решение, что вот эта еда, которую мы едим, а эту, которую больше не едим. И все. Ты не воспринимаешь сладости, какие-то там объективно вредные для тебя вещи, просто их не существует, мы их просто не едим, и больше никогда о них не думаем. Да, мне еще не хватает вот так, как робот головой делает, потому что на самом деле так оно и есть. Анорексия — это где ты головой. Я уже, правда, очень много записала и очень много говорю, и мне это еще надо монтировать, надеюсь, я успею все сделать. Как я говорила, у меня есть план вести вот такую вот рубрику, пока он есть. Я запишу еще одно такое видео на какую-то другую тему, или, может, продолжу эту. Посмотрим. Если вы досмотрели это видео, я очень рада, что вы его посмотрели. Буду рада также любой вообще вашей реакции. Ну, вы поняли, да? Вот, и... до, получается, следующего видео. Всем пока!